Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же она натворила? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику на наявность негатива, пишите по телефону в описании к видео, либо же в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь, что же происходит, либо происходило в вашей жизни. Насколько это все будет с вами резонировать. И не забываем, что это общий расклад. В вашей жизни произошли кардинальные перемены. Опять же, это может касаться любой сферы. У кого-то это перемены в личной жизни, это разрыв, развод, да, это может быть перемена работы, это может быть смена места жительства кардинальная, когда вы, допустим, уехали жить в другой город, либо же в другую страну. Но вот могу сказать однозначно, что прошлое вас не отпускает. Как бы вы ни старались забыть свое прошлое, давайте уточним, почему, что именно не дает покоя. Конечно же, женщина. Вот женщина, с которой у вас была любовь, либо же отношения, семья, да, вы очень много вкладывались в эту женщину. Вот вы столько много потратили на нее, что я думаю, если бы вы так все подбили, подсчитали, окончательную сумму за все годы, да, я думаю, у вас был бы легкий шок как минимум. Эта женщина, да, она, в принципе, знаете, она довольно неплохая собой, она может быть ухоженная, да. Она такая была ваша хозяйка, вот хозяйка Медной горы. Знаете, раньше была такая книга, ну, вернее, она и сейчас есть, раньше была популярная. Эта женщина умеет, знаете, подобрать ключик к любому человеку. Вот она настолько изысканно умеет манипулировать, настолько умеет добиваться своего от людей, вообще от всех окружающих, ну, что можно, в принципе, позавидовать, поучиться. Далеко не каждый человек сможет так манипулировать. Знаете, вот может еще быть такая ситуация у вас, что вот вы ее не отпустили реально. С одной стороны, вы хотели бы ее выбросить из души, да, вот вы хотели бы, но вы ничего не можете с собой поделать. Вот не можете. То есть умом понимаю, да, что все, я ее как бы оставил уже где-то там позади, это перевернутая страница. Но она как реально, вот как наваждение ваше, да. Возможно, даже вы ждете звонка от нее, смски, либо же сами подумываете писать ей, звонить. Вы знаете, вот такое ощущение, что вы как-то вот то ли углубляетесь в работу свою, да, просто чтобы не сойти с ума от негативных мыслей, чтобы не сойти с ума от того наваждения под названием бывшая женщина. Кто-то из вас может даже брать подработку, кто-то, может быть, сверх нормы работает, да, но вот вы себя грузите работой, чтобы просто отвлечься. Кто-то хобби, возможно, находит, да, потому что очень тяжело, очень непросто. Вот именно я не вижу такого, знаете, вот прям настроя на будущее. Вас постоянно как-то тянет в прошлое, вы не можете от него освободиться. Магическое воздействие здесь тоже имеет место быть у некоторых, опять же, да, поскольку это общий расклад. И если на вас, смотрите, если на вас есть негативное воздействие, оно будет разрушать вас все больше. Я в который раз, да, уже чуть ли не в каждом видео призываю вас, если кто-то из вас чувствует, да, по себе что-то не так, вы плохо себя чувствуете, перепады настроения, вы не понимаете, что с вами происходит, это черная полоса неудач, вы не можете устроить свою личную жизнь с новыми женщинами, да, ну то есть очень много вот этих самых симптомов. Про здоровье я вообще молчу, да, здесь трэш может проигрываться. Я вам настоятельно рекомендую просто хотя бы для своего спокойствия, да, сделать диагностику негатива. Потому что если вы не будете чиститься,
те из вас, у кого есть этот негатив, да, он будет накатывать вот как снежный ком. Дальше будет хуже состояние. Вот эта ваша черная полоса, она будет еще чернее. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если есть такое желание, это исключительно ваш выбор, да, я никого не заставляю ни в коем случае, но предупрежден, значит вооружен. Добро пожаловать, если кто из вас хочет сделать диагностику, всегда можно меня найти по контактам в описании видео. Так, значит, смотрим дальше. Вы человек, ну, снова вы выпадаете императором. Ну, я уже даже не знаю, вот как тогда, ну, мистика, да и только. Император, которого бросили, ну, либо же вы, вернее, женщину сами бросили, да, опять же, у кого как проиграется. Император, которому сделали больно, император, который вроде бы уверен в себе, но иногда дает слабинку. Вот вы такой человек, вроде бы, да, сильный, выносливый, да, жизнь вас потрепала. Вот то, что потрепало, это однозначно. У каждого по-своему, но было, ну, довольно непросто порой. У кого-то это проблемы финансовые были, у кого-то это были проблемы с личной жизнью, со здоровьем, там еще какие-то вот именно критические такие, ну, смертоносные даже ситуации были. Вы могли быть на волоске от смерти, у кого-то это клиническая смерть могла быть. У кого-то болезнь была довольно серьезная, которая могла вас туда на небеса забрать. Но вы всегда выходили победителем, вы всегда выкарабкивались, и так будет и дальше. Но знаете, вот как-то вы последнее время, возможно, немножко опустили руки, потому что устали быть сильным, вы устали бороться, вы боретесь всю жизнь. Знаете, вот у меня прям, ну честно, до мурашек, вот сейчас то, что я говорю, вы устали бороться, вы устали все и всех тянуть на себе. Вот вы посмотрите, вы впахивали, вы всю жизнь впахивали для кого-то. Вы впахивали, чтобы отдать эти деньги. Очень четко видно. Чтобы не на себя любимого потратить, а вы впахивали, чтобы отдать жене, допустим, детям, родителям, может быть, кто-то братьям, сестрам помогал, либо же друзьям там одалживали. То есть вы постоянно, вот как-то деньги у вас не задерживались. Вы заработали, отдали, заработали, отдали. Ну, может быть, там заначку небольшую себе оставили на чисто карманные расходы. Вы человек, который всю жизнь не думал о себе. Вы думали о ком угодно, о близких, о детях, о родителях, о женщинах, но только не о себе. Вы устали. Вот сейчас очень четко видно, что вот этот сильный, смелый император, которым вы пытались быть, вот когда вы тянули вот эту лямку на себе, вы просто устали. Потому что даже самый сильный человек, он имеет, ну, свой предел, да, предел терпения, предел выносливости, ну, всему есть предел, не зря ведь говорят. Знаете, может даже проигрываться ситуация, что, ну, вот как-то настолько вы устали, что может быть потерян реально вот смысл жизни. Вот этот сильный император в какой-то момент потерял смысл жизни, да, потому что я не вижу, для кого вот жить, да, детей мы не берем во внимание, дети это святое, да, с детьми вы общаетесь, ну, в меру своих возможностей, у кого они есть, конечно. С другими же, допустим, женщин я не вижу серьезных отношений. Легкие отношения я не беру во внимание, вы знаете, кто смотрит мои расклады, поэтому... Ну, для кого, да, вот вы, возможно, даже как-то теряетесь. Вот теряетесь, а для кого жить, да, вот на кого тратить деньги. Вот как-то потерян смысл жизни. Вот прошлое вам не дает покоя, это однозначно. Вот просто не дает покоя. Это могут быть мысли, да, это могут быть даже, знаете, не сколько желания помириться, а вот именно воспоминания, ностальгия, что ли. Вот ностальгия по тем хорошим временам, когда все было хорошо, когда была там семья, когда были любовь, хорошие отношения, гармония была. И, знаете, вот вы в каком-то смысле даже запутались сейчас. Вот может даже проигрываться, что вы стоите вот как будто на распутье, на развилке, да, вот император, казалось бы, сильный, но он не знает, куда пойти, вправо, влево, прямо, куда пойти, да. Ради кого жить? Вот куда пойти, куда податься?
Я уверена, что вы выйдете победителем, потому что судьба вас все равно любит. Вот сама фортуна на вашей стороне. Вы человек такой фартовый. Я думаю, вы даже сами убедились по жизни, потому что, как я уже сказала, у вас было много таких ситуаций, когда, ну, реально были какие-то критические такие ситуации, да, но судьба, вот высшие силы вас все это вытаскивала, да, вот вытаскивала из этого болота, из этой грязи, в которой, возможно, из этой болезни, если вы в ней оказались. У каждого по-разному. Но вы вот любимчик фортуны, как это странно не звучит, да, особенно для тех, кто сейчас, ну, в таком убитом, разбитом состоянии. Я вам скажу, ребят, что вы вырулите. Вот я сейчас обращаюсь к тем, кто именно сейчас находится, ну, в такой в депрессии, да, вот в пессимизме, вот в том состоянии, в котором я только что вот вам описывала. Вы вырулите. Да, будет тяжело, да, будет непросто, но вы победитель по жизни, вы император, и фортуна на вашей стороне, еще раз вам повторяю. Другие же из вас, кто пережил уже все это, конечно же, да, вы вырулили, и вы немножко начинаете оживать. Начинаете оживать, я не скажу, что прошлое вас не тянет. Оно тоже периодически душу бередит. Вот эти ваши душевные раны, конечно же, бередятся, но уже не с такой силой. Не так часто вы, допустим, вспоминаете. Вы немножко уже нацелены, ну так, хотя бы одним глазком нацелены уже на будущее. Это уже радует. Так, далее. Про подозрительность вашу я даже уже не упоминаю, потому что, в принципе, эта сигнификация у нас довольно часто из расклада в расклад переходит, что та же подозрительность, недоверие к людям, но она очень плотно идет с вами. От этого никуда не денешься, и это нормально, я уже об этом рассказывала. Это психология любого обманутого, покинутого, да, вот такого разочарованного человека. Когда вам делают больно, ну, конечно же, вы будете 100 раз перепроверять, да, присматриваться 100 раз, и это нормально, поэтому пусть вас не огорчает. Итак, давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад. Ну, да кто бы сомневался, императрица. Императрица и скандалистка. Ну, скорее всего, у вас была с ней семья. У кого-то законный брак, у кого-то гражданский. Но женщина, любящая себя, она может быть хорошей хозяйкой, но это, опять же, это когда она захочет. Она умеет и приготовить, и постирать, и поубирать. Она все умеет. Но она может быть с линцой, она может быть какая-то, ну, я не знаю, лентяйка ее прям не могу стопроцентной назвать. Она может быть человеком настроения. Вот сегодня я хочу приготовить кушать, а завтра мне по барабану. Вот что хотите, то и ешьте. Ну, я утрирую немножко, ну, в таком плане, я думаю, вы меня поняли. Она хороша собой, она, ну, даже понятно, что все не могут быть красотки, да, ну, по крайней мере, она пытается следить за собой. Она может ходить к косметологу, либо же дома какими-то уходовыми средствами пользуется. Она может следить за фигурой, там, спортом заниматься, да. Но вот характер хоть держись. Вот караул просто. Это не характер, это какой-то трэш. Она, помимо того, что она человек настроения, она может еще быть скандалистка. Она обычно, знаете, вот из тех женщин, которые придираются, которые делают из мухи слона, которые готовы обвинить весь мир, только не она не виновата. Нет, она не может априори быть виновата. Вы что, ну как же? Королевишна императрица, она ведь не может быть виноватой. Ее так воспитали, знаете, вот я думаю, там даже с детства идет, ее могли избаловать родители. Это идет еще, знаете, может проиграться ситуация, что ее мать похожа вот по характеру на вашу бывшую. И вот она с молоком матери впитала вот такую манеру поведения, вот свои навычки какие-то, характер, да, вот. То есть здесь много чего идет от матери, от воспитания. Ее могли с детства вот именно баловать. У нее, я думаю, было что-то, то, чего не было у других девочек даже в детстве. То есть здесь идет такое баловство еще из детства.
Далее, она, конечно же, такая женщина активная, она любящая плотские утехи, она очень любящая, ну, знаете, ну, человек, любящая движение, она человек движения. Она может при желании, да, вот когда у нее есть настроение, она может 10 дел одновременно делать. Но почему-то у нее это желание все реже и реже возникает. Вот как-то, я думаю, даже тогда, когда вы с ней жили, я думаю, вы согласитесь со мной, да, и напишите в комментариях, у кого срезонирует, что она все чаще, все больше хотела не по дому что-то делать, а куда-то сходить с подружками, там, с дружками, погулять, покутить. Вот, ну, как-то все меньше ей хотелось кушать, готовить, все меньше ей хотелось за вами ухаживать, что-то по дому делать. У нее даже дети могли отойти на второй план. То есть это такая женщина, которая, знаете, вот она как кошка, которая гуляет сама по себе, и она, ну, особо не задумывается, что у нее там муж дома голодный сидит, что у нее дети дома голодные. Ну, как бы, знаете, вот куда хочу, туда и лечу, а вы что найдете в холодильнике, то и кушайте. Вот такого плана. У кого срезонировало, напишите. Это, конечно, трэш женщина, если она такая, да, вот на самом деле, я думаю, ну, по крайней мере, половину из того, что я сказала, у многих срезонирует, потому что общий расклад. Итак, что же она натворила? Давайте будем смотреть. Ой, ну лживая, ну лживая. Ну, посмотрите, ну здесь даже вот, ну, в принципе, то, что я уже описала, карты еще раз подтверждают. Человек лживый, человек, который с легкостью идет по жизни, живет для себя, да? Она врет и сейчас. Вот, погулять, покутить, да? Вот, то, что я сказала. Вранье, пьянки, гулянки, да, вот может даже проигрываться, что она последнее время, ну, а может быть и не совсем последнее время, а давненько у кого-то уже в рюмку чая все чаще заглядывала, да, такая вот любительница быть под шофе. Она тогда более смелая, такая более уверенная, да. Знаете, как говорят, бахнул коньячка для храбрости, да? А может быть, она уже храбрая сюда пришла, да, что ей уже и не нужно. Итак, смотрите, у нее какая ситуация проигрывается. Сейчас я еще уточню. Ну да, кто бы сомневался, два жезла параллельно, но это в норме вещей. Смотрите, она, конечно, накосячила, начудила. Помимо того, что она двум мужчинам порассказывала байки про фуфайки, да, про любовь, которая называется. Вот она нагрузила двух мужчин параллельно, они разные. Один более денежный, второй мужчина может проигрываться, либо же он с формой связан, либо же у него такой жесткий характер. Ну, обычно эмоционально холодные мужчины еще могут быть. Далее, она нагрузила, да, вот сказки порассказывала, обоим, люблю, куплю и так далее, все, жить без тебя не могу. На два фронта какой-то период она была. Потом в одном из них она как-то вот то ли засомневалась, да, что он с ней искренний, да, что он ее любит и так далее. Потому что ей лапша вешается со стороны мужчин точно так же. Периодами ее это напрягает. Она подозревает, что мужчины ей вешают лапшу. Потому что характер у нее, ну, такой, хоть держись. Долго с ней мужчины не будут задерживаться. Поэтому вот, знаете, ну, это прям, ну, Санта-Барбара, честное слово. Здесь она решила таки провернуть одно дельце, что называется, но без вранья она не может. Она провернула дельце со своей, ну, подружкой, приятельницей, может быть, сестра у кого, чтобы проверить вот этого мужчину, в котором она сомневается, да, вот как он к ней относится на самом деле. И она свою вот эту вот подружку, либо же сестру, она решила, ну, как бы подсунуть, да, просто чисто для проверки. Опять же, это будет разная у каждого ситуация, ну, либо же была у кого-то уже она. Когда, знаете, вот как бы невзначай там столкнулись, познакомились, еще как-то, да, или же там ошиблась с телефоном, может быть. Ну, то есть завязалось такое вот знакомство.
Но что-то пошло не так, и эта подружка понравилась вот этому ее мужчине. Понимаете всю печальку? То есть она хотела проверить мужчину, а этот мужчина повелся на эту подружку, которая его просто хотела проверить. И здесь большая вероятность, что эта подружка может даже увести теперь, да, здесь однозначно. Здесь теперь назревает такая ситуация, что она допроверялась. Вот она допроверялась. Вот эта подружка у нее уведет, либо уже у кого-то увела вот этого ее женишка. Она осталась, ваша бывшая, одинешенька, да, вот хоть у нее там и есть еще один про запас мужичок, но вот этот, который был, он денежный, он более денежный, он, ну так, больше она на него глаз положила, что ли. Она осталась злая, одинокая, да, она понимает, что у нее за спиной, да, вот разворачивается совершенно новый роман, но здесь уже два героя. Ее, так сказать, мужчина плюс ее подружка, да, которые новый союз будут создавать, потому что, ну, они понравились друг другу. Это печалька, понимаете, это конец отношений. Вот она допроверялась, и она сама подсунула свою подругу под своего мужчину, грубо говоря. Она, конечно, вляпалась по самое не могу. Она теперь будет страдать, переживать, да, у нее как-то вообще теперь мужчины отойдут на второй план, да, вот эти все запасные, мимо проходящие, разные. Она как-то будет вот переживать, вот все-таки она не хотела терять этого мужчину. У нее-то будет потом еще варианты, да, у нее следующий, автобус следующий у нее на подходе. Знаете, как мужчина как автобус. Уехал один, появится второй. Этот автобус у нее будет. Но пока она будет страдать, переживать, да, она потеряла и подругу, ну, либо же потеряет в будущем. И плюс этого мужчину, на которого она имела виды, вернее, даже не на него, а на его денежки. Ну, называется «допроверялась». Ну, знаете, это так мне похоже очень на бумеранг. Бумеранг, ну, очень такой завуалированный, что ли. Такая довольно интересная ситуация, да. Подсовывала подругу проверить на прочность мужчину. И допроверялась, что влюбились товарищи. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!